Что делать, если завтра твой банк объявит о банкротстве? Что, если твои деньги окажутся недоступными, а банкоматы перестанут выдавать наличные? Это не просто страшный сон, это реальность, с которой уже сталкивались миллионы людей по всему миру. Сегодня мы разберемся, насколько велика угроза банковского кризиса и как можно защитить свои сбережения. Современная банковская система устроена таким образом, что она сильно зависит от доверия людей. Как только это доверие подрывается, начинается паника, и клиенты массово выводят деньги, обрушивая даже самые устойчивые банки. Но что может спровоцировать такой кризис? Во-первых, это рост процентных ставок. Когда центральные банки повышают ставки, кредиты дорожают, а активы банков начинают обесцениваться. Это произошло, например, с американским Silicon Valley Bank в 2023 году. Во-вторых, высокая закредитованность. Многие банки работают с минимальными резервами, выдавая деньги под рискованные активы. Вспомните крах Lehman Brothers в 2008 году. Именно перегретый рынок недвижимости и сомнительные ипотечные кредиты привели к крупнейшему финансовому кризису. В-третьих, нестабильность мировой экономики. Геополитика, торговые войны, пандемии – все это влияет на устойчивость банковской системы. Даже самые крупные банки могут оказаться под ударом, если ситуация выйдет из-под контроля. Как понять, что твой банк может скоро рухнуть? Есть несколько тревожных сигналов. Массовые увольнения сотрудников. Если банк резко сокращает персонал, это может означать, что у него серьезные финансовые проблемы. Ограничения на снятие наличных. Если банк начинает вводить лимиты на снятие денег или блокирует переводы, это явный признак кризиса. Падение стоимости акций банка. Если банк котируется на бирже, следите за его капитализацией. Если она падает, значит инвесторы теряют доверие. Скандалы и расследования. Если банк замешан в махинациях, отмывании денег или мошенничестве, его могут закрыть в любой момент. Если хотя бы один из этих признаков проявляется, лучше заранее задуматься о безопасности своих средств. Чтобы не оказаться в числе пострадавших, стоит заранее предпринять несколько шагов. Держите деньги в нескольких банках. Не стоит хранить все средства в одном месте. Разделите их между разными учреждениями, желательно в разных странах. Инвестируйте в золото и недвижимость. Эти активы исторически сохраняют свою ценность даже в кризисные времена. Держите часть средств в наличных, на случай, если банки закроются или будут заморожены счета. Изучите альтернативные финансовые инструменты. Криптовалюты, облигации, акции стабильных компаний могут стать страховкой от финансового краха. Многие задумываются, стоит ли хранить наличные дома или переходить на цифровые активы. Плюсы наличных денег. Полный контроль. Никто не может заморозить или ограничить доступ. Независимость от банков и электронных систем. Полезны в кризисных ситуациях, когда банковские системы перестают работать. Минусы. Риск кражи или потери. Обесценивание из-за инфляции. Плюсы цифровых денег. Быстрые и удобные переводы. Возможность инвестирования и получения процентов. Отсутствие физического хранения. Минусы. Риск блокировки счетов. Возможные государственные ограничения. Зависимость от стабильности финансовой системы. Оптимальный вариант – сочетание обоих способов хранения. В последние годы мы видели, как государства могут вводить финансовые ограничения, блокировать счета, ограничивать переводы за границу, вводить цифровые валюты центробанков, CBDC, полностью контролируемые государством. Чтобы не попасть в ловушку, важно иметь счета в разных юрисдикциях, изучать альтернативные платежные системы, не хранить все активы в одной валюте. Мы живем в эпоху неопределенности, когда банки, которые считались надежными, могут исчезнуть за считанные дни. Но если подготовиться заранее, можно минимизировать риски. Диверсифицируйте сбережения.
Храните часть денег в наличных и альтернативных активах. Следите за новостями и анализируйте финансовые риски. Инвестируйте в свое образование и навыки. Это лучшая защита от любых кризисов. Как ты хранишь свои деньги? Делись в комментариях, подписывайся и не забудь нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех финансовых трендов.